Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на месяц декабрь. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у Водолея в декабре. Чего вам следует ожидать от этого месяца. Последний месяц уходящего уже года. Года, который завершается. Давайте посмотрим, что же произойдет у Водолея. Расклад у нас на двух колодах. То есть у нас есть основная колода, есть дополнительная. Мы на двух колодах смотрим, какие карты, в каких сочетаниях, собственно, выпадают, и разбираем их. Почему они именно в такой вариации, собственно, появляются на нашем столе. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или отзыв под этим видео, тоже буду очень-очень признательна. Итак, Водолей. Давайте посмотрим, что же ожидает Водолея. Месяц декабрь. Пятерка жезлов. Император. Карта Мир. Восьмерка чаш. Король пентаклей. Карта повешенный. Иерофант. Пятерка мечей. Девятка пентаклей. Девятка жезлов. Такая какая-то настойчивая борьба и работа над чем-то. Ну давайте посмотрим. У нас есть пятерка жезлов, которая здесь сразу же выпадает и которая здесь показывает, собственно, да, эту настойчивую работу, настойчивую борьбу, настойчивое желание преодолеть какие-то препятствия. Не знаю, прям как трудитесь, что-то делаете, да, или вступаете в какие-то споры, конфликты, разговоры, где нужно выяснять отношения, где нужно доказывать, кто прав, кто виноват. То есть это борьба. Это борьба за жизнь, это борьба за право под солнцем, лучшее место найти, да, это борьба с какими-то конкурентами на работе, это какие-то разногласия, которые могут возникать. Это борьба за власть, карта императора показывает, борьба за деньги, которая может быть по королю пентаклей, борьба за мир, за гармонию, то есть это борьба. Карта пятерка жезлов. Давайте посмотрим на эту пятерку жезлов, какие испытания вам приходится проживать. Почему это? Это карта испытаний, да, какой-то сложной задачи, спорной, которую вам приходится проживать в Водолее в декабре месяце. И карта шестерка мечей здесь тоже. То есть вы здесь боретесь сами с собой в первую очередь, потому что могут быть какие-то перемены, которым вы противостоите. То есть есть изменения, но вы можете им сопротивляться. То есть интересно, в чем-то хотите разобраться, что-то для себя понять лучше, но при этом не торопитесь принимать новые возможности или новые шансы на удачу или какие-то предложения. Может быть еще и какое-то как путешествие, поездка, необходимость куда-то ехать, но для того, чтобы решить какой-то спорный вопрос, или вы прикладываете много усилий для того, чтобы поехать куда-то. То есть прям как будто бы для вас это как какая-то борьба. Да? Поэтому шестерка мечей здесь может тоже иметь место. Пятерка жезлов в целом как решение проблемы, которая может быть еще и на расстоянии. Или может быть вы здесь какой-то спор, конфликт на расстоянии решаете. Возможно, по шестерке мечей здесь есть... Сейчас, секундочку, шестерка мечей. Она еще о желании, знаете, как использовать какую-то возможность, которая у вас может быть связана. Шестерка мечей — это как окно в мир, знаете, это как в интернет выйти. И мир тут тоже выпадает. То есть возможность общаться с кем-то на расстоянии, через интернет, через соцсети. Возможность что-то такое в свое благо использовать, но вы при этом сами с собой можете бороться. Быть неуверенными в том, нужно ли вам это, как вам с этим, да, столкнуться придется, боитесь разочароваться.
Может быть, испытываете чрезмерную скромность здесь из-за этого, поэтому такие карты. Давайте посмотрим на карту императора. То есть вас помогает, вам поддерживает как бы вас, да, вот это ощущение, что я знаю лучше, я превосходство свое испытываю, я лидер, я амбициозный, я смогу, я сделаю, да, вот. Либо вы общаетесь с таким человеком, который может как вас поддерживать, так и наоборот вас подавлять. То есть император — это кто-то более значимый, статусный, влиятельный, с кем вы можете иметь дело, но здесь больше все-таки о вашем ощущении власти, о вашем ощущении «я смогу, я сделаю», я заслуживаю лучшей жизни, я заслуживаю достатка, я заслуживаю успеха, каких-то излишеств, меня это будет. То есть вы об этом думаете. Карта «Мир» здесь карта, которая показывает, опять-таки, да, вот как вот этот шестерка мечей, мир, выход в поле зрения общественности, да, то есть возможность быть увиденным, но при этом это может вызвать какой-то конфликт у окружающих, либо вы сомневаетесь, стоит ли что-то делать, правильно ли это будет воспринято, ваши вот эти вот попытки бороться или как-то пробивать себе дорогу, да, место под солнцем. То есть по карте «Мир» здесь вы хотите триумфа, хотите каких-то достижений, хотите признания большинством ваших заслуг. И снова пятерка жезлов. Но при этом это все через борьбу. Или вы прямо сомневаетесь, стоит ли это делать, оценят ли ваши старания люди вокруг вас, допустим, потому что по карте «Мир» вам хочется этого триумфа, вам хочется выйти вот так вот победителем, или вам хочется заявить о себе на весь мир, не знаю, стать известным человеком там, или выйти на публику, что-то рассказать, но при этом вы боитесь, пятерка жезлов, столкнуться с трудностями, или для вас эта борьба, эти испытания являются очень сложной задачей. Карта восьмерка чаш о разочаровании вашем в прошлом с этой ситуацией, либо о каком-то страхе, который сейчас присутствует, неуверенности, скромности, боязнь, что что-то может не так пойти. Собственно, вы боитесь разочароваться, поэтому в прошлом могли что-то не начинать делать, потому что боялись разочароваться или что-то не получалось. Могла не получаться какая-то коллективная работа или какой-то коллективный договор, что-то совместное с другими людьми. Вы разочаровались в совместной работе. Вы могли разочароваться в том, что вы что-то делали, какие-то уже шаги важные, решающие, а они не получились. Да, то есть не получилось. Знаете, как первый блин комом. Или вы рассчитывали на чью-то помощь, поддержку и не получили этой помощи, не получили помощи, не получили поддержки. Может быть, здесь вам честно кто-то сказал, что что-то у вас не получится, допустим, да, и у вас появилась вот эта неуверенность, что вдруг я не смогу. Да, вдруг я не смогу, вдруг я не сделаю. Карта короля Пентаклей здесь же у вас тоже есть больше, знаете, она выпала под девяткой чаш, под картой императора, то есть ваше желание стабильности, ваше желание независимости финансовой, ваше желание упрямо идти к своим целям. Кстати, 2 раза эта карта выпадает, здесь тоже девятка жезлов. Желание со спокойствием, с таким, с настойчивостью все-таки получить то, что вы хотите, то есть прийти к финансовому успеху. Здесь вот это ваше внутреннее желание получить финансовый успех или успешно завершить какое-то начатое вами дело, как будто бы защитить себя, свое право на хорошее место под солнцем, опять-таки, на достаток, на благополучие. Король Пентаклей и девятка жезлов. Карта повешенный, карта в середине месяца, возможно, или ближайшее будущее, какая-то тупиковая ситуация у водолеев, когда вы получите определенный урок, или будет какая-то ситуация, которая заставит вас по-другому посмотреть на вещи. Она может быть связана с тем, что каким-то человеком водного знака, водной стихии, то есть раки, рыбы или скорпионы. Также, возможно, по королеве кубков это кто-то близкий вам, любимый человек, кто-то, кто много эмоций у вас вызывает. Также здесь какая-то, может быть, ситуация, где вы по-другому посмотрите на вещи, которые вам нравятся. То есть что-то, что вам нравится, что вызывает у вас много эмпатии, много чувств, много сопереживания, или по-другому посмотрите на успех, да, на результаты свои. То есть здесь по карте повешенной сможете какой-то опыт получить уже первый, понять, как лучше дальше действовать. И может прийти озарение, понимание, как
и что вам дальше лучше предпринимать. Карта Иерофанта, карта такого учителя-наставника. Возможно, вы хотите выступать в роли такого наставника для кого-то, а возможно, вы здесь просто хотите следовать каким-то традициям, каким-то общепринятым правилам, нормам, каким-то понятиям. И по карте Маг, которая здесь является тоже как первооткрывателем, новым началом, активным, волевым, энергичным. Вам очень хочется работать на себя. Вы испытываете очень много вдохновения в том, чтобы здесь либо выступать для кого-то духовным лидером. Кто-то может стать здесь психологом, кто-то может стать каким-то коучем, учителем, наставником в чем-то, тренером, я не знаю, который сотворит волшебство и по карте Маг для кого-то, да, как волшебником будет карта Иерофант с магом, но при этом вы стараетесь поступить благоразумно по карте Иерофанта, то есть мудро, правильно. Карта Иерофант. Сейчас пытаюсь просто понять, что еще здесь может быть. Давайте посмотрим на пятерку мечей в вашем окружении. Пятерка мечей, разочарование и решение проблем, необходимость решить проблему. То есть в вашем окружении кто-то испытывает позор и понимание, что нужно решать проблему, что нужно вести себя решительно, смело, что надо находить какой-то выход из ситуации, потому что по пятерке мечей человек сталкивается с неудачей в окружении вашем, или есть трусость. Вы также можете трусить, бояться принимать решения и бояться действовать, боязнь решительных действий, которая может быть у вас, как будто чересчур долго взвешиваете за и против. Карта девятка пентаклей, ваше внутреннее, опять-таки, желание финансового благополучия, желание вот окружить себя роскошью, достатком, успехом таким вот финансовым. И карта отшельника здесь выпадает в дополнении к ней, и она показывает здесь, что вы стараетесь как будто бы дорасти до этого состояния. Карта отшельника и девятка пентаклей. Очень много здесь отшельника по знаку, отшельника дев, да, потому что есть отшельник и есть девятка пентаклей. Возможно, какие-то ваши пожелания, желания связаны с человеком знака дева. Так, но здесь есть так, страхи или желания. Здесь желание получить это благополучие, но также и страх остаться отверженным или остаться ни с чем, остаться как будто бы на краю пропасти ни с чем. Карта отшельника. Боязнь остаться как будто бы без ничего, несмотря на ваш опыт, несмотря на ваши какие-то уроки, которые вы уже получили, на что вы уже приобрели в своей жизни. Карта отшельник. Карта девятка жезлов. Давайте посмотрим. Такой сильный, накачанный мужчина, который готов сражаться. Да, девятка жезлов. Итог месяца, результат месяца. И карта Иерофант снова. Иерофант снова. Сражаться за то, чтобы быть лидером, духовным лидером для кого-то, наставником для кого-то таким коучем, для кого-то защитником в семье быть. Если мы говорим о семье, помочь кому-то из близких решить какую-то проблему, потому что у кого-то из близких может быть проблема нерешенная, а вы как маг-волшебник и хороший советчик здесь можете выступать в роли человека, который по-другому видит ситуацию и может прийти на помощь, чтобы защитить, поддержать, помочь. Поэтому девятка жезлов могла здесь выпасть соответственно. И вас действительно могло разочаровать что-то, связанное с вашим окружением, то есть какая-то неприятность, которая привела к этому. И здесь может быть речь даже не о неуверенности в вашей занятости или в какой-то вашей работе, а в какой-то проблеме в вашем окружении. То есть, может быть, даже семья здесь нарисована, да, то есть в вашей семье. И почему здесь вот поездка активно выпадает, шестерка мечей, карта мир, какие-то переживания из-за этого и какая-то борьба с этим связана. Борьба с переменами, как будто противостоите переменам, противостоите изменениям. Не хотите, чтобы здесь что-то менялось. Может быть, так, как вам не хочется, да? Или боитесь оступиться, боитесь ошибиться, и поэтому боитесь какие-то действия предпринимать, какие бы то ни было. Хотя рассматриваете активно эти варианты, думаете об этих вариантах по шестерке мечей. То есть интересуетесь этими переменами возможными, которые могут быть в вашей жизни, но почему-то не торопитесь их приближать.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.